Слушайте, на мой взгляд, очень удобно тем, что мы можем изучать с его помощью абсолютно любые языки. Японский, китайский, испанский, английский, французский, неважно, может быть даже русский. И второе, то, что у нас появляется полноценный голосовой помощник в рамках ChatGPT веб-версии. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. И знаете, когда я работаю с ChatGPT, у меня есть одно большое ограничение. Ограничение в том, что на момент съемки этого видео, когда мы пытаемся зайти в ChatGPT, используя приложение ChatGPT, которое на данный момент недоступно в России, мы сталкиваемся с проблемой, что какой бы VPN мы ни использовали, все равно ChatGPT видит, что мы используем какой-то VPN. Даже если у вас там самый крутой прокси-сервер, он все равно говорит, что ты используешь VPN, выключи его для того, чтобы со мной работать. И, соответственно, в веб-версии такой проблемы нет. Мы можем использовать там абсолютно любой VPN и, соответственно, пользоваться ChatGPT. Вот. В приложении есть большое преимущество по сравнению с той же там веб-версией. Преимущество заключается в том, что в приложении есть голосовой, то есть голосовой помощник. То есть мы можем через приложение общаться непосредственно голосом. В веб-версии такой возможности нет. И сейчас, когда создаются большое количество агентов в рамках ChatGPT, некоторые из них, особенно те, что направлены на изучение каких-то языков, там английский, французский, немецкий, неважно, они все говорят, лучше используй мое приложение непосредственно в приложении на телефоне, потому что там мы с тобой можем общаться голосом, что намного удобнее при изучении английского языка, когда вы общаетесь голосом, можно подтянуть там свою дикцию, можно еще что-то сделать. Это реально круто работает, и также мы можем голос подставить там любому человеку, он что-то скажет, а ChatGPT нам возьмет, переведет это. Но, к сожалению, в России такой возможности нет, потому что Россия одна из тех стран, которая не входит в возможность использования ChatGPT. Но у нас есть, то есть я сейчас нашел очень крутую штуку, которая позволяет в веб-версии установить голосового помощника и обойти эту функцию. Например, для изучения английского языка, который я, либо любого языка, который я сейчас пытаюсь там подтянуть в рамках там, своего изучения. Потому что английский язык и вообще изучение языков очень круто влияет на мозг, всем рекомендую это делать, но переписываться неинтересно, то есть переписываться в рамках чата с преподавателем по английскому языку, ну, скучно, неинтересно, да, мы оттачиваем какой-то навык, там, правильно писать слова, правильно формулировать какие-то предложения, но я бы хотел все же говорить, потому что, когда я приезжаю куда-то, у меня есть проблема в том, что проблема с моим произношением, то есть я иногда говорю одно и то же слово, но его можно, соответственно, подумать, что я хочу сказать, соответственно, по-разному. Ну и, конечно же, я хочу, чтобы меня корректировал, но при этом я не хочу зависеть там ни от каких репетиторов, с которыми нужно договариваться, устанавливать определенное время. Я хочу в любое свободное время зайти в своего личного помощника ChatGPT, включить изучение английского и, соответственно, 5-10 минут, либо несколько часов с ним провести на том, чтобы мы будем изучать какой-то определенный язык. Я считаю, что это удобно. Значит, что для этого необходимо сделать? Во-первых, нам необходимо воспользоваться либо плагином, либо специальным агентом, там без разницы, что мы будем использовать. Я использую ChatGPT, то есть я захожу в раздел Explorer и в рамках поиска агентов я ввожу агента. Я изначально, да, вот этого агента нашел через Voice, то есть я вбил Voice и смотрел, какие самые популярные на сегодняшний день голосовые помощники и есть в рамках ChatGPT. Я нашел агента Mia, то есть у него нет ключевого слова Voice, но этот агент позволяет нам с ним общаться, то есть позволяет установить специальное расширение в рамках ChatGPT, которое позволит нам общаться голосом с ChatGPT. Давайте я спрошу его, чем он может нам помочь. Я его спросил, кто ты и чем, соответственно, ты можешь мне помочь, и там отвечай на русском языке. И он нам тут же говорит, что я Мия, твой голосовой помощник, АИ-компаньон, представь, что я друг, который хочет тебя видеть в лучшем свете. Но это стандартная штука, которая всем рассказывается. Но если у тебя нет функции голоса, тебе нужно скачать расширение для Chrome здесь. И он нам говорит, что если у тебя нет возможности общаться со мной голосом, например, у тебя нет возможности общаться со мной через телефон, через приложение, установи в свой Chrome специальное расширение. И я перехожу по этому сайту.
И здесь, соответственно, этот же Мия, знакомьтесь, это Мия, ваш голосовой помощник с искусственным интеллектом. И здесь есть Add to Chrome, то есть я кликаю Add to Chrome и добавляю, соответственно, эту штуку в Chrome. И после этого у меня появляется в моем чат GPT полноценный голосовой помощник. Причем неважно, там, какая версия у вас, GPT 3.5, либо GPT 4, вы даже можете просто перейти и по этой ссылке найти Voice Control for ChatGPT и использовать, соответственно, этого голосового помощника. Видите, у него рейтинг достаточно высокий для подобных приложений. После этого мы устанавливаем его. Он появляется в нашем слайд-баре в разделе с расширениями для Chrome. И после этого мы можем уже использовать любого репетитора по английскому языку. Например, самый популярный, да, репетитор по английскому языку. Мы вводим слово English, да, в запрос. English в запрос. И у нас тут же появляется там Мистер Смит, Private Language Teacher. Мистер Смит, там, который помогает нам изучать английский язык. И он нам говорит, что давай выберем язык, который ты бы хотел изучать. Я ему скажу, что... Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни. Практиковать свой разговорный английский. Значит, смотрите, после того, как мы установили эту Мию, у нас появилась здесь такая штука. У нас появилась возможность голосового набора. То есть появился значок с микрофоном, который мы можем включать. И здесь появилась функция выбора языка. И здесь мы можем выбрать абсолютно любой язык, например, русский, либо английский, либо китайский, для того, чтобы использовать функцию голосового набора. Давайте вот включу русский и покажу, как это работает. Значит, нажимаем на микрофон. У меня средний уровень английского языка. Вот. И нам это уже не нужно было печатать. То есть он тут же ввел, что у нас... Замечательно, что вы выбрали средний уровень. Вот список тем, которые мы можем обсудить. Intermediate List Travel and Culture, Discuss Travel Experiences, Смотрите, Cultural Differences, and Learn Vocabulary. Я сейчас чуть-чуть выключу его. Он нам говорит по-английски, как будто с русским акцентом. Это очень, на самом деле, смешно. Значит, хорошо, мы выбрали, я сейчас его отключил на время, чтобы он нам это все не говорил. И теперь что мы можем делать? Мы можем прослушивать, соответственно, те сообщения, которые он нам дает, и с ним разговаривать уже на том языке, который нам необходим. Например, я изучаю английский, я говорю, что выбираю английский язык, и здесь я с ним говорю, то есть какие вопросы он мне задал. Okay, first topic. Great. Let's talk about travel and culture. Окей, ну он нас понял там в first topic. Видите, даже несмотря на то, что я ошибся, он все равно нас понял. То есть вместо team я сказал команда, хотя надо было сказать topic, то есть первый выбор. И таким образом мы, соответственно, с ним можем уже общаться. То есть мы можем изучать какие-то языки, мы можем изучать какие-то, практиковать. То есть спросить его, там, я сейчас там буду читать какое-то предложение, а ты, соответственно, исправляй мои ошибки. Отлично, дай мне какой-нибудь текст, я его буду читать, а ты дальше исправишь мои ошибки. И он нам, соответственно, дает какой-то текст, который я должен буду сейчас там читать, и он будет исправлять мои ошибки. Также мы можем включить его в режим разговора. То есть здесь большое количество комбинаций, большое количество сценариев, которые мы хотим отработать. Например, мы куда-то летим, мы хотим, чтобы без проблем там, зарегистрироваться на рейс, без проблем попасть, добраться трансфером до аэропорта, либо мы куда-то идем, мы можем попрактиковаться, а дальше уже все это применять в реальной жизни. Очень круто. Плюс мы можем не только использовать это, то есть моя основная задача, моя основная цель — это использовать в качестве изучения иностранного языка. Но также я буду эту штуку использовать, Мию, для быстрого голосового набора, потому что у меня есть иногда какие-то там рутинные задачи, например, когда я делаю описание для своих YouTube-видео, я иногда один и тот же текст ввожу долго. И вместо того, чтобы вводить долго, я включаю голосового помощника, рассказываю задачу, говорю промпт, запрос и, соответственно, корректирую. Все это уходит и
начинает прекрасно работать. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. С вами был Гризуевич. Продолжаем изучать искусственный интеллект. Пока.